Привет, друзья! Вот по многочисленным вашим просьбам мы поставили камеру в секторе на соревнованиях. Многие писали в комментариях: поставьте в секторе камеру на соревнованиях и снимайте онлайн все, что вы делаете. Так мы и сделали, поставили и снимаем. И наснимали мы за соревнования более 7 часов видео. И вот поэтому у меня к вам большая, прям огромная, капец какая огромная просьба. Объясню, почему я обращаюсь к вам с этой просьбой. 7 часов видео наснимать, потом это все просмотреть, потом это все обрезать, смонтировать, озвучить и выложить, это занимает несколько дней времени. Поэтому мне для себя нужно знать, делать это или нет. То есть, если это нравится, если людям это нужно, мы это будем делать, хоть это и утомительно. Если это никому не нужно, то, как говорят, баба с воза, коням легче, ну и, соответственно, нам тоже будет легче. Мы на водоеме Подкова в Житомирской области, турнир Iron Fish, и ловим мы на Flat Feeder. Не так давно мы начали на него ловить, то есть для нас это немножко новое. То есть сегодня мы покажем и расскажем вам, как проходят соревнования по флэт-фидеру. То есть, обратите внимание, это не классический карпфишинг. Ну и на данный момент у нас взвешивание. Первое взвешивание в 6 часов вечера начался турнир. Утром взвешивание. И вот посмотрите, что же мы за ночь до этого взвешивания наловили. Турнир длится 42 часа. В пятницу в 6 вечера мы начали, и в воскресенье в 12 у нас финиш. 30 команд принимают участие, команды сильные, команды очень опытные. Мы во флэт-фидере новички, то есть, в принципе, борьба будет интересная. Ну и скажу наперед, что турнир получился на ура. Мы получили массу удовольствия. Первый карпик у нас в сумке. Василий, судья Iron Fish, взвешивает. 2 килограмма 840 грамм, как вы видите, завесила рыбка. Ну и мы ее берем и в этой же сумке, в которой мы взвешиваем, отпускаем. Это я говорю для тех людей, которые в соревнованиях не принимают участие, чтобы вы просто понимали, как это все происходит. То есть рыба ловится, рыба ложится в карповый мешок. После этого ждет взвешивания, соответственно, проходит взвешивание, рыбу взвесили, если нужно, если есть желание у спортсмена, сфотографировались и, соответственно, отпустили в родную стихию, дальше подрастать. Ну и просим ее, чтобы она позвала маму, папу, бабушку и дедушку, потому что, конечно, всем хочется поймать рыбку побольше. Взвешиваем второго карпа. Паша развязывает мешок, перекладывает карпа в сумку. И, соответственно, посмотрим, сколько сейчас завесит наша вторая рыбка. На треноге установлены весы. Вешаем сумку. Весы уже старенные. 3 килограмма 220 грамм. Пока вы будете смотреть дальше за взвешиванием, я вам расскажу, чем Flat Feeder отличается от классического карпфишинга. Первое отличие. Соревнования по карпфишингу проводятся обычно либо 3 суток, либо 4 суток. Флэт-фидерные соревнования проводятся обычно, опять же, максимум 2 суток, то есть от 24 до 48 часов. То есть это в 2 раза быстрее. Соответственно, если для того, чтобы поехать на соревнования по карпфишингу, нужно тратить целую неделю, то на соревнования по флэт-фидеру можно, в принципе, уложиться суббота-воскресенье, либо пятница-суббота-воскресенье. То есть это гораздо удобнее для тех людей, которые работают и не имеют возможности все свое свободное время посвящать рыбалке. Значит, второе принципиальное отличие. Ловим мы на флэт-фидерных соревнованиях на 2 удилища. То есть не на 4 удилища, а на 2. Разрешено кормиться только средним спомбом, мидиком, то есть большой спомб он запрещен. Шары запрещены, то есть их, если делать шары, то можно их кидать только рогаткой.
Парашютами их кидать запрещено. Ну и флетфидер вообще это более динамичная рыбалка. То есть если в классическом карфишинге мы обычно перезабрасываемся раз в час, раз в полтора часа, то во флетфидере большинство команд перезабрасываются раз в 15, раз в 20 минут, кто-то раз в 30 минут. То есть это быстрее, но это динамичнее. И самое интересное, что очень часто на флетфидерных соревнованиях на 2 удочки ловит не меньше, чем на карповых соревнованиях на 4 удочки. Завесили, пока я вам рассказывал, еще 2 карпика. Один 2 плюс, второй 3 плюс. И сейчас Паша с Василием пытаются взвесить 5-го. Вытаскиваем его с мешка. Ложим в сумку, мешок забираем. Карп хочет в воду. Видите, как он сильно хочет в воду. Сейчас мы тебя, родной, отпустим. Потерпи еще немножко, потерпи еще чуть-чуть. Сколько? Тоже небольшой, 2 килограмма 900 грамм. Ну и продолжаем дальше о флетфидере. Так как рыбалка, как я уже сказал, более динамичная, то, соответственно, все нужно делать быстрее. Как выбирается место ловли и тактика на карповых соревнованиях. Мы забрасываемся, мы ждем поклевку, мы смотрим, что делают соседи, анализируем ситуацию, и потом где-то там на вторые сутки мы уже точно определяемся с точками. То есть, какие точки кормить, сколько кормить, где ловить и так далее. Повторюсь, это занимает где-то сутки-полторы. Во флетфидере за это время соревнования уже заканчиваются. Поэтому тут нужно все делать как можно быстрее. Быстрее кормиться, быстрее ловить, быстрее определяться с тактикой, с насадками, с прикормками и так далее и тому подобное. Кроме того, если в классическом карпфишинге мы можем позволить себе ждать рыбу, то есть мы нашли точку, мы ее кормим, и мы ждем, пока рыба туда придет. И если мы все правильно сделали, если мы правильно точку раскачали, если туда рыба приходит, и у нас хороший корм, и она на этот корм становится, то мы на 3-4 сутки начинаем ее ловить очень хорошо и очень активно. Тут, так как времени у нас гораздо меньше, так делать не получается. Поэтому приходится рыбу искать. Не ждать, пока она придет к нам на точку, а искать, где она в данный момент. То есть это частые перезабросы в разные места сектора и поиск того места, где в данный момент находится рыба. В зачет, кстати, идут не только карпы, а белый амур, идет еще карась, идет линь. Этим тоже соревнования по флетфидеру отличаются. Ну а в остальном они с классическим карпфишингом, эти соревнования очень похожи. Основная рыба карп и белый амур, то есть тот, кто умеет его ловить, тот, кто подобрал оптимальную тактику, тот, кто подобрал лучший корм на данный момент, в данной ситуации, при данной погоде, лучше фракцию этого корма, тот, соответственно, и выиграет. 30 команд, все хотят привезти домой кубки, все хотят привезти домой медали, естественно, все хотят выиграть, все именно за этим и приехали. А мы из воды достали, если я не ошибаюсь, 8-го карпика. Он чуть побольше, чем те, что были до этого. Вот давайте на него посмотрим. Смотрите, какой красавец. То есть это уже такая рыбка килограмм 6, наверное. Посмотрим сейчас, сколько он весит. Василий, сколько? 6 килограмм 80 грамм. И эту рыбку мы оставим для фотосессии. Вынимаем ее с сумки, отпустим мы ее чуть попозже. Ты пока тут, родной, немножко посиди и подожди. Будешь у нас звездой Фейсбука, Инстаграм и Ютуба. Дабы эта звезда с мата не выпрыгнула, мы ее накроем. И 9-я рыба, последняя на этом взвешивании. Сазан, достаточно сильный, такой дикий. Пришлось с ним повозиться, пока мы его достали из воды. Причем немало времени, рыба никак не хотела заходить в подсак. Ну и это, наверное, из тех 9 рыб, которые мы взвесили, самый большой. Давайте сейчас посмотрим, сколько у нас завесила крайняя рыба. 7 килограмм 220 грамм. Все, взвешивание закончилось, и теперь у нас фотосессия.
Отпустили мы наших карпиков, 9 штук у нас на утренний протокол. Эти 9 карпов позволили нам занять второе место в зоне. И проигрывали мы только команде Family, которая вчера вечером показала просто спринтерский старт. То есть ребята не успели приехать и сразу со старта поймали достаточно много, достаточно крупных рыб, поэтому в утреннем протоколе они нас обходили. Они были на первом месте. О том, как мы их догоняли, чуть попозже, а пока посмотрите, как же делается сама оснастка и сам монтаж флетфидера. Берем там тушку, ставим туда оснастку. Оснастка в основном поп-ап. Коротенький поводок, сантиметров 7-8, максимум 10. Вот, смотрите еще раз. Вот Паша. Вы видите поводок, маленький крючок, 8, 10 в основном. Ставим в топтушку. Засыпаем туда корм. Можно, кстати, долить, мы вот попробовали долить вот такую вот флюорожидкость, но скажу сразу, она на этом водоеме в этих условиях не сработала. То есть это был тест, мы пару раз закинули и от нее отказались, поклевок мы не получили. Берем флет, ставим в топтушку, сжимаем. Вот таким вот образом сжимаем, теперь вытаскиваем. Груз от флета ложится на дно, прикормка сверху, попапчик сверху прикормки. Прикормка осыпается потихоньку, начинает лифтовать, работать и, соответственно, приманивает рыбу. О том, кстати, какая должна быть прикормка и как ее правильно выбрать, мы тоже поговорим, но поговорим чуть попозже. Обратите внимание на правильную технику работы спортсменов на соревнованиях. Как только Паша выматывает удилище, Игорь запасное удилище сразу же забрасывает. Естественно, понятно, да, что это делается для экономии времени. То есть, если мы выматываем удилище, берем это же удилище, пока мы его оснастим, пока мы забьем прикормку и забросим, ну, мы где-то потеряем, наверное, как минимум минуту. Кому-то может показаться, ну что такое минута, подумаешь. Но посчитайте, если мы перезабрасываемся раз в 15 минут, и на каждом перезабросе мы теряем минуту, то посчитайте, сколько времени мы потеряем за весь турнир. Потом в итоге у нас не хватит просто 2-3 рыбки до первого места. Опять же, для экономии времени, вот у нас Паша заряжает запасное удилище. Все то же самое, попапчик, топтушка. И вот это удилище уже готово к забросу и ждет. То есть, если у нас поклевка, как только рыба взята под сак, сразу же не нужно тратить времени, это удилище сразу забрасывается в воду. Наши ближайшие соседи, команда со Львова тоже. Команда называется Актив Львив, очень опытные ребята, давным-давно выступают во флетфидере и такие настоящие бойцы. То есть все 42 часа они работали и днем, и ночью, частые перезабросы, хотя, кстати, что-то турнир им не зашел, то есть как бы наперед скажу, что выступили они не очень в этой зоне, но, видимо, это неправильно подобранный корм и тактика, потому что в работоспособности им не откажешь. То есть пахали с утра до вечера и ночью тоже. Вот у них, кстати, как раз перезаброс. Андрей вытащил удилище и готовится вместо него забросить второе. Как вы видите, он берет запасное удилище. Но все равно удилище уже могло бы лежать в воде. Вот, пока он его забросит, я думаю, где-то секунд 20-30 потеряно. То есть все-таки это ошибка. Забрасывает практически под противоположный берег. Тут вообще тактика на этом водоеме у большинства команд такая, что все пытаются ловить именно под противоположным берегом. Там кусты, как бы там деревья, и, соответственно, все ищут рыбу именно там. А вот с другой стороны команда Family. Тут так получается, что они с нами в одной зоне, но стоят они на противоположном берегу. А ловят они вот тут. То есть у них в секторе есть вот такие вот коряги. И вот вчера вот эта вот спринтерская ловля на старте, про которую я говорил, то есть она была именно из-под этих коряг. Ребята забрасывали вот прям сюда, между этих вот двух деревьев, и оттуда вытаскивали рыбу, которая там была вот прям в начале соревнований. От прессинга, в принципе, это отличное укрытие. Кстати, вот тут флетфидерали висят на деревьях, то есть какие-то люди, которые были до этого, видимо, промахивались немного. То есть он тут, на этом дереве не один флетфидер уже повесили.
Команда Family, вообще, я считаю ее одной из самых сильных команд на турнире Iron Fish. Анализируя прошлые года и все соревнования, то есть я не помню турнира, чтобы эти ребята где-то провалились. То есть практически всегда они либо в призах, либо борются за призовые места. То есть постоянно они вверху таблицы. Очень слаженная такая хорошая работа. Вот, в принципе, одна из тех команд, у которой можно учиться ловить на флетфидер. Вот они, кстати, кормятся. Заброс с помба. И вот видите, где падает корм. Кормят они немножко ближе, а по моим наблюдениям ловят они немножко дальше. То есть, в принципе, все логично. Они ждут рыбу от берега и ложат оснастки перед кормом. Как бы, в принципе, в данной ситуации однозначно все правильно, потому что они точно знают, где рыба, а рыба точно в корягах. Еще один заброс с помба. Падает плюс-минус туда же. Ребята как бы кормятся на клипсе, понятное дело. Команда Family, кстати, тоже со Львова. Так уж получилось, что рядом стоят 3 львовские команды. Команда Актив Львив, потом мы и потом команда Family тоже со Львова. Прошло где-то примерно 1,5 часа, и мы вызвали судей. На турнире каждая команда должна иметь минимум 5 карповых мешков, и если 5 этих мешков заполнены рыбой, то команда имеет право досрочно вызвать судей для того, чтобы эту рыбу взвесить. Это делается для того, чтобы, ну, во-первых, освободить мешки, чтобы было куда ложить следующую рыбу. И хотя у нас этих мешков как бы было больше, чем 5, вот, но мы судей все-таки вызвали, дабы не мучить рыбу и лишний раз не держать ее в мешках. Значит, поймали мы 5 рыб, это 2 карася и 3 небольших карпика, то есть как бы по весу это не очень много, но все же, то есть это рыба, это вес, который добавляется до протокола, и мы с радостью заметили, что за это время команда Family в общем ничего не поймала. То есть это значит, что разрывы между нами и командой Family понемножку будут сокращаться. Вот, кстати, взвешиваем очередного карпа и имеем больше 6 килограмм. 6 килограмм 360 грамм. Я сказал, что карпики небольшие, ну, потому что по меркам карпфишинга 6 килограмм 360 грамм это, в общем, тузик. Вот, но тут на этом водоеме, на этом турнире это достаточно приличная рыба в этих условиях ловли. И когда такая рыба клевала, мы, конечно, дико были рады. Вот, кстати, только что вы видели, рыба, оставленная для фотосессии, чуть не выпрыгнула из мата. Наша ошибка, и это чревато желтой карточкой для команды. При повторной желтой карточке команда получает дисквалификацию. То есть, если оставляете рыбу для фотосессии, обязательно закрывайте мат. Если, конечно, у мата есть такая функция, что он закрывается. Ну а если нет, то будьте очень внимательны. Ну и вот еще один карпик, 4 с чем-то килограмма. И эти 2 рыбки у нас оставлены для фотосессии. Сфотографировали, поцеловали, отпустили. И так как по озеру поклевок немного, ни у нас, ни у соседей, пытаемся найти что-то, что рыбе местной придется по вкусу. Экспериментируем, делаем чуть-чуть видоизмененную прикормку и посмотрим, что у нас из этого получится. Если бы мы на этом водоеме тренировались, ну или ловили раньше, то было бы проще. Но напоминаю, мы на водоем приехали первый раз. Поэтому приходится тратить время на эксперименты, никуда от этого не деться. На большинстве флетфидерных турниров пользоваться коброй запрещено. По регламенту турнира Iron Fish это разрешено, и мы, конечно же, это используем. Тихое прикармливание, когда на голову рыбе не падает что-то тяжелое и ее не распугивает, часто является достаточно эффективным инструментом. Единственное, что у нас до того берега, если по прямой, 96 метров, если по диагонали 115. Кобра орудие достаточно неточное, поэтому часть наших бойлов в итоге оказывается на берегу, на радость местным мышкам, лисам и так далее. Но все-таки часть падает в воду, и мы очень сильно надеемся, что оно поможет приманить рыбу к нам в точку. Кормимся мы, как всегда, бойлом Bounty. Это единственное, в принципе, что мы используем в последние 2 года.
Корм достаточно эффективный, и рыба его очень любит на других водоемах. Надеемся, что и на этом тоже. Тактику кобры, кстати, очень хорошо умеет использовать команда Румынии. И сборная команда Румынии, и те команды, которые не входят в состав сборной. Но вот, когда рядом стоят румынские команды, и вы у них не увидите кобры, то значит это, видимо, ошибка, и эта команда не из Румынии. Повторюсь, очень эффективный инструмент. Ну, конечно же, в умелых руках, и если умело этой коброй пользоваться. Кстати, если кто-то вам расскажет, что он очень точно кормит коброй на 120 метрах, не верьте этому человеку, это невозможно в принципе. На соревнованиях по дальности и точности из 10 раз на дистанции 90 метров, вот лучший результат, который человек попал в 5-метровый круг в этом году, было 4 раза. Точно коброй кормить невозможно, но это и не нужно. То есть суть кобры в том, что вы делаете в секторе сетку и заставляете рыбу по этому сектору двигаться. То есть, говоря языком карпфишинга, вы ее закручиваете. Рыба, соответственно, двигается по вашему сектору, и где-то там есть ваша оснастка. Все, Паша закормился, ложим кобру на место, и я решил поснимать, что же делают соседи. Актив Львив ничего не делают, тоже рыба неактивная, просто ждут. Мы ждем, они ждут, фэмили ждут, весь берег ждет поклевку. И вот пока я решил поснимать соседей, поклевку получили мы. Клюнула рыбка, и вот Паша уже ее вываживает. Крючки у нас в данный момент 10 размера. Почему 10? Потому что рыба неактивная, и чтобы было больше шансов получить поклевку, специально поставили в этот период времени маленькие крючки. Вываживание очень аккуратное, так как рыбка сечется у нас очень-очень плохо. И чтобы было больше шансов дотянуть эту рыбу до берега, как бы мы не форсируем абсолютно, мы не спешим и ждем, пока рыба сама устанет, чтобы с меньшими затратами усилий довести ее до подсака, и чтобы меньше было шансов разорвать ей губу, чтобы она, ну или разбить губу, чтобы она сошла. Ну а так как Игорь у нас отдыхает, ловлю в данный момент я, вы видите, что на мне жилетка, то я вынужден просто поставить камеру на помост и помочь Паше забрать эту рыбу в подсак. Для экономии времени я поставил видео на ускоренную перемотку, так что смотрите, как мы тут будем бегать по помосту туда-обратно. Кстати, по поводу редподов, вот многие задают вопрос, что лучше, редпод или стойки? Вот по моему мнению, лучше брать редпод, который имеет функцию вот такую вот. Его можно поднять, его можно опустить. То есть, как бы, если рыба вам зашла под леску, и вам нужно провести одно удилище под другим удилищем, его редпод можно поднять, и наоборот, как бы, если рыба у вас сверху, и вы не хотите, чтобы она вашу леску задела, редпод можно опустить. Это достаточно удобно. Паркуем мы очередного 3-килограммового тусика. И на фоне общей картины это неплохо. Соседи слева не ловят, фэмили без поклевки, а у нас все-таки есть выстраданная, вымученная, выстуканная коброй рыбка. На 3 килограмма мы стали ближе к первому месту. Запасное удилище летит в воду, ждем очередной поклевки. А чтобы эту поклевку не пропустить, нужно сидеть и вот так вот смотреть на кончики. Потому что сигнализаторы разрешены только ночью, колокольчики всяческие запрещены, оснастка у нас инлайн, рыбку нужно подсекать, поэтому очень важно эту поклевку не пропустить. Поэтому сидим и смотрим на кончики удилищ. Есть! Сработало! В метре от берега мы положили оснастку, 4 раза мы ее перебрасывали. Первый раз она улетела на дерево, где мы оставили свой флет. 2 раза мы ее несколько метров не добросили, и только с 4-й попытки положили туда, куда хотели, в метре от берега. И вот буквально 5-6 минут мы получили ту долгожданную поклевку, за которую мы так боролись. Вываживаем.
Кстати, глубина в этом месте, внимание, не более 35 сантиметров. Нам даже сложно было измерить ее маркером. Многие думают, что рыба на такой глубине не клюет, потому что есть очень много всяких разных причин. Я, кстати, тоже не очень верил в эту глубину, но вот видите результат. Есть поклевка, есть рыба. Ну и пока я ее вываживаю, расскажу немножко про вываживание. В принципе, тема достаточно обширная. Я думаю, что мы обязательно снимем на эту тему видео. А пока вкратце хочу сказать вот что. Очень часто, да не то что очень часто, практически всегда рыба плывет в одну сторону, а рыбак ее тащит в другую сторону. Вот вы пробовали когда-нибудь, если есть лошадь, и она идет в одну сторону, вы когда-нибудь пробовали тащить ее в обратную? То есть это невозможно. Рыба, конечно, не лошадь, но для того, чтобы ее быстрее довести до подсака, и для того, чтобы меньше было шансов получить сход, скажу просто одно, что рыбу нужно вести в ту самую сторону, в которую она плывет. Ну а более детально, я думаю, что расскажу в следующих наших видео. Рыбка, как вы видите, в подсаке, и мы забросили следующее удилище. Это меня не снимай, нахера. Просит Паша его не снимать, а я все же сниму. Подготовка к этим соревнованиям, она, конечно, оставляла желать лучшего. Мы обычно ездим с прицепом, в котором есть все. Вот все, что нам нужно, туда все помещается. Он большой, он длинный, 3,5 метра длиной, 1,5 метра высотой. Тут прицеп мы не брали, и все, что считали нужным, взяли в багажник нашего автомобиля. Ну и понятное дело, что часть всего необходимого мы забыли, в том числе и крушу. И тут есть необходимость перемолоть бойлы. И чем это сделать? Круши нету. Вот нашли кирпич, так что, видите, круша по-кричевичски. Если вдруг круши у вас нету, можно использовать обычный кирпич. Наломал Паша бойлов, и мы сейчас попробуем вам показать, как готовится прикормка для флетфидера. В данной ситуации мы используем измельченные бойлы. Многие, кстати, во флетфидере их не используют, потому что считают... не знаю почему. Одним словом, не используют. Используют просто обычную прикормку. У нас же эта смесь измельченных бойлов и прикормки флетфидерной из пакета дала уже 2 поклевки. И так как она была тестовой, мы ее сделали совсем немножко. То есть мы ее делаем опять. Значит, что сначала? Мы перемешиваем, потом берем воду. Нам ее нужно увлажнить. Тут в чем суть? Прикормка должна быть такой консистенции, чтобы она с одной стороны долетела до дна. То есть я когда первый раз ловил на флетфидер, я ловил 2 часа, а потом поймал себя на мысли, что у меня поклевок не было совсем. И я понял, что моя прикормка, скорее всего, вываливается из кормушки при ударе об воду. То есть, чтобы этого не было, она должна быть достаточно увлажнена. Но с другой стороны, если мы ее переувлажним, то в этом случае она не будет работать. То есть мы ее можем потом вытащить через 15 минут обратно вместе с нашим флетом. То есть тут нужна золотая середина. Увлажнить ее нужно настолько, чтобы она с одной стороны не рассыпалась при ударе об воду, и с другой стороны, чтобы когда она ляжет на дно, она играла и работала, а не просто лежала камнем, вот таким вот куском говняшки, прошу прощения на слове, да. Значит, мы добавили воду, мы добавили для запаха немножко ликвида, и вот этой вот смесью мы будем работать дальше. Обед, взвешивание. У нас опять в секторе Василий. И вот те 2 рыбки, которые вы видели, мы взвешиваем. Да, они небольшие, да, они совсем, можно сказать, маленькие. Там 1-2 с чем-то килограмма, и вторая не намного больше. Но сам факт того, что эти 2 рыбы есть, мы их поймали. Соседи, повторюсь, были без поклевки. То есть вот еще на 2 рыбки такие вымученные, выстраданные. Вот, мы все-таки сократили разрыв с первым местом. 23 столов. Давай тебе сфоткай. Обычно для фотосессии оставляем ту рыбку, которая побольше, но тут их 2 одинаковые, выбор небольшой. Изъявил желание Паша сфоткаться, поэтому, желание Паши закон. Будем фоткать.
А вот, кстати, пример того, о чем я совсем недавно говорил. У нас поклевка, рыба была такая не маленькая, ну, не скажу, что большая, хотя обычно рыба, которая сходит, всегда больше всех, как мы все знаем. Я, боясь того, что она зайдет на лески соседей слева, начал ее тащить, как говорят, против шерсти. То есть она плывет влево, я ее тащу вправо, и мы получили сход, как вы видите. Обидно, досадно, но что ж тут, к сходам надо относиться по-философски. Все, что сошло, значит карась. Забрасываем опять под самый берег, на ту же самую глубину. Достаточно сильный ветер, приходится регулировать клипсой дистанцию. Выматываем парус, ну и забыли про сход, ставим удилище и ждем следующую поклевку. Это, кстати, был уже второй сход подряд. Поэтому вот ходим с Пашей по помосту и думаем, как лучше поступить. То есть, с одной стороны, у нас сейчас стоят 10-е крючки. И эти крючки дают нам возможность получать поклевки даже неактивной рыбы. С другой стороны, на эти крючки достаточно плохая засечка вот в данной ситуации. Один из вариантов, как уйти от сходов, это увеличить размер крючка. Но с другой стороны, увеличение размера крючка приведет к тому, что у нас, скорее всего, с большой долей вероятности станет меньше поклевок. И вот как бы дилемма, что делать, то есть увеличивать крючок или нет. Но пришли к выводу, что пока мы этого делать не будем, пока остаемся на 10-х крючках. Дело у нас близится к вечеру. Потихоньку садится солнышко, и проснулся Игорь, который несколько часов отдыхал. Ну и, как любят говорить карпятники, проснулся, видимо, на фарт. Потому что как только он проснулся, мы получили 2 поклевки к ряду. Как вы видите, одну рыбку мы забрали в подсак, и вот вторая я быстренько делаю запасное удилище, потому что вполне возможно, что мы сейчас получим раздачу. Кстати, мы убрали комбинированную прикормку с пылящим бойлом, и как вы видите, мы просто забиваем метод Mix Bounty полностью чистый, белого цвета, потому что именно на него мы получили 2 поклевки. С первой рыбкой было все довольно просто и быстро, а вот со второй пришлось повозиться. Мы думали, что там вообще монстр, оказался не монстр, но вываживали мы его очень долго. А почему, вот вы сейчас увидите. Причина достаточно банальная. Рамчатый. Называется, по-моему. За верхню губу, блядь, ти поправ. Как вы видите, причина очень простая. Рыба зацепилась за верхнюю губу. Очень часто, когда она таким образом цепляется, то есть как бы не так, как нужно, она ведет себя так, как будто там не 7 килограмм, а 25. Но самое главное, что она на берегу, что она в сумке, что мы ее можем взвесить. И вот эти вот 2 рыбки вывели нас на вечер на 1-е место в зоне и на 1-е место в турнире. Радости нет предела, все отлично, все по плану. Даже семерки. 6360. У нас где-то семерка. Ну, с характером, конечно, рыбка попалась. Не хотел этот парень никак фотографироваться, но мы очень попросили, и он любезно согласился. А вот наш гость. Вот такая вот летучая мышка, которая посреди белого дня непонятно откуда взялась у нас в секторе. Мы подумали, что ей нужно темноту. Ну, потому что, насколько я знаю, что летучие мыши днем ищут какое-то темное место. Дай-ка ведро куста. Та закритий її зверху, щоб вона не могла вилізти. Так вона може хоче скоріше підвищити. Ні, їй треба темноту. Вона темноту шукає. Но, как вы видите, предоставленная нами однокомнатная квартира мышке нашей не понравилась. Поэтому мы ей разрешили вот этот вот световой день переждать у нас в палатке. Она сама туда залезла, наглющая какая. Сама залезла вперед под раскладушку. Там у нас чехол от редпода. Вот. И вот пока день не закончился, она там у нас жила. Как только наступила темнота,
Она вылезла с палатки, и больше мы ее не видели. Вот так вот на подкове в водоеме в Житомирской области летучие мышки ходят в гости к рыбакам. Так что будьте готовы. Ну и давайте немножко за Family понаблюдаем. Основные наши конкуренты, так мы тогда считали, что они основные наши конкуренты. Они забрасываются они, и ихняя оснастка падает вот прям возле коряк, как вы видите. Буквально в нескольких метрах. Предвидя ваши вопросы в комментариях, я расскажу немножко о тактике. Водоем новый, на старте вытащили маркер, ну и, естественно, начали исследовать дно. Люди, которые тут ловили, нам рассказывали, что тут есть какое-то русло посередине водоема. Мы искали это русло, очень долго искали и однозначно убедились, что русла посередине водоема никакого нет. Посередине водоема есть футбольное поле с абсолютно одинаковой глубиной, причем оно достаточно заиленное. То есть абсолютно бесперспективное место для ловли. Если было бы у нас 3 или 4 суток, можно было бы попытаться, конечно, его раскачать. Но за 42 часа это абсолютно нереально, поэтому от ловли посередине водоема мы отказались. Выбранная точка у нас прямо посередине сектора 84 метра. Эта бровка достаточно яркая. 12 метров получается до противоположного берега. Эту точку мы закормили пеллетс, конопля, тигровый орех и совсем немножечко бойла, то есть можно сказать, что его там вообще не было. Левую же сторону мы решили сделать на кобре. На кобре мы сделали сетку. Соответственно, тактика какая? 2 удилища. Одно у нас с левой стороны, там, где сетка, и второе мы облавливали точку. То есть чуть левее точки, правее, дальше ближе, в точку, ну и так далее. Так вот, основную массу поклевок, основную массу рыбы нам дала именно левая точка, которая, напомню, была на сетке из кобры. Основная точка нам дала всего лишь 10% рыбы от основного улова. Но у нас оставалась еще одна нерешенная задача. Как вы помните, я говорил, что на старте очень активно ловила команда Family из-под коряг. То есть мы понимали, что рыба от прессинга ушла в коряги, она там в данный момент живет, ей там безопасно, ей там комфортно, ей там удобно. И задача была поставлена выманить эту рыбу из этих коряг. То есть, во-первых, это могло нам дать дополнительные поклевки. Во-вторых, мы делили бы эту рыбу с командой Family. Ну и, естественно, притормозили бы немножко ее в общем протоколе, так как мы считали именно команду Family нашими основными конкурентами. Вопрос, как это сделать? Как заставить рыбу проплыть 30-35 метров в ту точку, в которую нам нужно? Как заставить ее выйти из-под коряг, где ей комфортно, где ей безопасно, где ей удобно? Что нужно кинуть в воду такое, что заставит ее двигаться? Ну, ответ, в общем, очевидный. Тут обычный простой корм, который лежит на дне, абсолютно не подходит. Тут нужен корм, который работает быстро. На ваших экранах Игорь, который лепит шары из пеллетса, прелесть которого в том, что он растворяется в течение 20-25 минут полностью. То есть мы понимали, что когда эти шары залетят в воду, через полчаса в воде будет большое пятно, высокоаттрактивное, большое пятно с большим количеством пылящих частиц. И мы очень сильно надеялись, что вот эти пылящие частицы активизируют рыбу и заставят ее двигаться. Парашют, как я говорил, уже запрещен. Рогатку мы забыли дома, но благодаря Валерию Ананьеву, спасибо ему большое. Мы позвонили ему, когда ехали на турнир, и он нам эту рогатку взял. Но тут не задача. Рогатку мы порвали ровно на 4-м забросе. Оставался теперь еще один открытый вопрос, как вот эти вот шары закинуть в точку лова. Ну и ничего другого, кроме вот того, что вы видите на видео, мы не придумали. То есть, как бы, если парашютом запрещено, если рогатки у нас нету, то остается 2 способа. Первый — это левая рука, и второй — это правая рука. Дальше, чем 20 метров они не летели, это хотя, в общем, нам дальше и не нужно было. Как вы помните, коряги эти прямо у берега. Поэтому вот таким вот образом мы эти шары доставили в точку. И вот эти вот 2 рыбы, которые вы видели на вечернем взвешивании, одна 6 килограмм, вторая 7 килограмм, они именно из этой точки. То есть это сработало, мы смогли выманить рыбу из-под коряг, и мы смогли получить вечером 2 дополнительные поклевки вот с этого вот места.
А утром с этой точки у нас вообще был просто разрыв. За час до финиша на одно удилище, второе, мы взяли 5 рыб вот с этой точки. Самая маленькая из которых была 5,5 килограмм, самая большая 7 с чем-то. 3 карпа и 2 амура. В итоге команду Family мы обыграли, но, к сожалению, это не обеспечило нам первого места в турнире, потому что есть такая команда Fishing Time, которая не очень хорошо стартанула, но буквально спринтерски провела второй отрезок турнира. Ребята поймали 130 килограмм рыбы, у нас 116, 14 килограмм, это буквально 2-3 рыбки, нам не хватило до первого места. Вот так вот у нас закончился этап турнира Iron Fish на водоеме Подкова. Будем, ребята, понемножку подводить итоги. В конце чуть-чуть анализа. Постараюсь очень коротко. Самая первая и главная ошибка была в подготовке. Очень много вещей мы просто забыли и не взяли с собой в сектор. Это раз. Вторая ошибка. Мы не изучили, мы не исследовали водоем. Но, чтобы вы понимали, у нас не было особо турнирных целей. То есть мы ехали немножко посоревноваться, но больше все-таки ехали отдохнуть и снять вот это вот видео, которое вы в данный момент смотрите. Мы не знали водоема, это заставило нас использовать маркер на старте. Маркер на старте, да, он дает рыбаку картину того, что у него делается в секторе, но, как вы понимаете, он пугает ту рыбу, которая была у вас в этом секторе на старте. То же самое получилось и у нас. На старте мы рыбу поймать не смогли. Ну и третья ошибка. Наверное, самое главное, мы только на экваторе турнира додумались закормить вот эту вот точку, ближнюю, на 20 метрах. Если бы мы это сделали раньше, рыбы мы бы однозначно поймали намного больше и 100% заняли бы первое место в турнире. Я первый раз на Подкове увидел живого бобра. То есть, скорее всего, это и есть причина вот этих вот коряк. Вот такой себе дедушка-бобер плавает, грызет веточку и показывает всем рыбакам, кто тут хозяин. Абсолютно никого не боится, все у него хорошо, никто его тут не пугает. Вот такая вот прекрасная природа на водоеме Подкова. Всему коллективу телеканала Трофей я хочу сказать большое спасибо за прекрасно организованный турнир. Администрации водоема благодарность за великолепное озеро. Судьям спасибо за их работу. Поздравляем всех победителей с призами, с призовыми местами. Ну а всем тем, кто не в призах, спасибо за участие. До встречи, ребята, на водоемах. Ну, а вы, уважаемые друзья, подписчики и рыбаки, не забудьте, пожалуйста, о моей просьбе. Как вы понимаете, снимать на соревнованиях вместо того, чтобы ловить рыбу, достаточно сложно, достаточно дискомфортно. И я просто должен знать, нужно ли вам это. Заходят такие видео людям, ну, либо нужно снимать что-то другое. Поэтому огромная просьба выразить свою реакцию каким-то образом. Видео понравилось, жмем лайк. Видео не понравилось, жмем дизлайк. В комментариях пишем, что именно понравилось и что, возможно, не понравилось, что нужно было бы сделать лучше. Есть какие-то вопросы, любые по рыбалке, не забываем писать о них тоже в своих комментариях. Кстати, буквально через 2 дня на канале выйдет еще одно видео, в котором я расскажу, как правильно выбрать прикормку для флетфидера. Так что лайкаем, репостим, чтобы это видео не пропустить. Жмем колокольчик и до встречи на канале. Ни хвоста, ни чешуи.